Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Алина, и я помогаю тем, кто учит русский язык как иностранный, заговорить на нем более уверенно и естественно. Как настроение? Ощущается приближение праздников? У меня, если честно, не совсем. И, наверное, основная причина в том, что на улице отвратительная погода. Снега нет, ощущение, что на дворе зима, тоже нет. Часто идет дождь, и на улице мокро, сыро, серо. В общем, совершенно нет ощущения, что скоро Новый год. Наверное, потому что в этот период хочется зимней сказки, чтобы было много снега, чтобы он хрустел под ногами, когда ты выходишь на улицу, а не чтобы ты постоянно ходил по лужам. Как вы уже поняли, сегодня у нас будет неформальная беседа. Поговорим о всяком разном, чтобы у вас была возможность послушать что-нибудь на русском языке. Если вам нужны субтитры, активируйте их внизу, а мы начинаем. Итак, вы уже могли догадаться, а если нет, я вам об этом сообщу, свою радостную новость. У меня появилась новая камера, и я наконец-то могу снимать для вас влоги с более качественной картинкой и звуком, я надеюсь. Вернее, что касается качества, оно мне нравилось и тогда, когда я снимала с телефона. Но, во-первых, это не очень удобно. Во-вторых, туда нужен был дополнительный микрофон, потому что все уличные звуки и шумы иногда мешали, особенно когда был ветер. И в-третьих, мне показалось, что я так просто очень быстро убью свою батарею, свой аккумулятор на телефоне, если буду постоянно снимать на него настолько длинные видео, что мне захотелось его чем-то заменить. Это мое тестовое видео на эту камеру, потому что мне еще самой нужно к ней привыкнуть, разобраться с настройками. И, если честно, меня очень отвлекает окошко, которое находится под самой камерой, в которой я могу видеть себя. И я постоянно на него отвлекаюсь, потому что мне кажется, что это и есть камера. Но на самом деле я должна смотреть вот сюда. Но я думаю, что это дело привычки. Нужно просто как можно чаще это делать, и со временем я смогу управлять ей более уверенно. На этой неделе я как раз планирую погулять по городу и снять для вас всю новогоднюю красоту. Заодно и самой пропитаться вот этим новогодним настроением, потому что город очень красиво украшен, и практически в каждом уголке можно найти что-то красивое. Так вот, я погуляю, насмотрюсь на все это, и, глядишь, у меня настроение новогоднее тоже появится. Да и в целом я уже хотела давно начать формат таких повседневных влогов, чтобы они у меня были не только из поездок куда-либо, а конкретно из места, где я живу, что я обычно делаю, куда хожу и так далее. Надеюсь, что у меня получится внедрить эту привычку. По крайней мере, теперь мне должно быть полегче. Кстати, я себе заварила чай, что предлагаю сделать и вам. Но вообще хотела сварить себе кофе и показать вам, как я это делаю. Потому что у меня появилось новое приспособление для приготовления кофе, если это можно назвать приспособлением. Я вам сейчас покажу. Вот. Итак, это вроде бы называется кофейник для того, чтобы заваривать фильтр кофе. Вот это, как я понимаю, и есть сам кофейник. Я не очень сильна в терминологии. Но по названиям товара это называлось кофейник, и это тоже называлось кофейник. Или чайник для кофейника. В общем, куда я смотрю? Во-первых, мне дико нравится, как это выглядит. Особенно вот этот чайник, каждый раз, когда я его ставлю на плиту, я просто хочу стоять рядом и любоваться тем, как он красиво выглядит. Ну и эта штука мне тоже нравится. Ее я, кстати, не совсем ее, а что-то похожее на нее, я увидела в Пекине, в Старбаксе. И после этого мне захотелось, чтобы у меня дома тоже стояла такая красивая штучка. Процесс заваривания этого кофе достаточно медленный, надо сказать, и требует терпения. Но поскольку мне нравится сам процесс, и мне нравится вкус кофе, я люблю фильтр кофе, и очень хотела бы его заваривать сама, а не покупать
готовые фильтр-пакеты и просто заливать их водой. Это гораздо интереснее. Так вот, для начала сюда нужно засыпать кофе, столько, сколько вам нужно. Я обычно сыплю 3 чайные ложки, и мне этого достаточно. Потом, когда вскипает вода, мы аккуратненько вот этим вот чайничком, вернее из вот этого чайничка, начинаем заливать этот кофе, и он таким образом заваривается. Снизу после этого начинает капать кофе, и он буквально начинает капать, потому что оттуда выходит по маленькой капельке. Поэтому на то, чтобы приготовить 1 чашечку такого кофе, нужно, наверное, минут 5, не считая того, что еще вода должна вскипеть, и потом нужно потратить примерно 5 минут, чтобы залить этот кофе и чтобы он весь прошел через фильтр. Возможно, я завтра себе буду делать этот кофе, и я вам здесь где-нибудь в окошке вставлю, как я это делаю. Потому что процесс мне очень нравится, несмотря на то, что, конечно, если я спешу или если я хочу кофе прямо сейчас, а я забыла заранее поставить чайник, я пью какой-нибудь другой кофе. Потому что, чтобы приготовить этот, нужно иметь какое-то время в запасе. В общем, как вы поняли, я очень рада своим недавним приобретениям. И со дня на день я еще жду, когда придут мои новогодние игрушки. Я в этом году заказала на елку новогодние игрушки. Елка будет стоять вот прямо где-то здесь, на месте, где я сейчас сижу. И в этом году я захотела ее сделать чуть более нарядной, чем она была у меня в прошлом году. Если вы видели мои прошлогодние видео, то видели, какая у меня была елка. Она была достаточно простая, лаконичная, но в этом году мне захотелось добавить каких-то акцентных шаров, что я и попытаюсь сделать, когда мне эти шары придут. Месяц декабрь и ноябрь, наверное, тоже были очень плотными в плане занятости, в плане работы и в плане задач, которые нужно было сделать. И я, честно говоря, не понимаю, как я раньше успевала совмещать работу, YouTube-канал, языки. Я занималась 5 или 6 языками ежедневно, то есть я практически не пропускала никакие из своих уроков, которые я сама себе планировала. И я искренне не понимаю, как мне это удавалось, потому что сейчас у меня совсем не получается совмещать все эти виды деятельности. Меня это, конечно, расстраивает, потому что, мне кажется, в этом году я очень мало занималась языками, я мало куда продвинулась, если вообще продвинулась. Скорее всего, я осталась на том же месте, на том же уровне, на котором была в прошлом году. И мне очень хочется верить в то, что в следующем году у меня будет больше не времени, нет. Я не люблю говорить, что не хватает времени на то, чтобы что-то сделать, чтобы сделать то, что тебе нравится. Скорее, здесь не хватает мотивации. И вот я хочу, чтобы в следующем году у меня эта мотивация была. И чтобы у меня не было никаких отговорок, почему я сегодня не позанималась иностранными языками. Возможно, и мне, честно говоря, страшно это признавать, и я надеюсь, что это не так, я надеюсь, что это временная пауза, но, возможно, у меня потихоньку угасает интерес к языкам. Я так думаю, что причина может быть в том, что я очень много лет посвятила этому занятию, и, возможно, мне просто нужен отдых от этого, чтобы я могла соскучиться как следует, и потом с новыми силами взяться за это снова. А возможно, это просто банальная потеря интереса, которая не вернется, а может быть и вернется. Но я думаю, что если бы я так сильно горела языками, как раньше, я бы находила время, даже среди работы, даже среди задач, которые у меня были. Но пока я этого, к сожалению, не наблюдаю. Буквально недавно я подумала о том,
что я не занималась греческим, наверное, с тех пор, как я поехала в отпуск в конце мая. Да, после отпуска я что-то еще делала, у меня были какие-то мини-уроки, но я не помню, чтобы я полноценно занималась. Нет, наверное, все-таки пару раз было. Пару полноценных занятий, наверное, все-таки было. Но, как вы понимаете, за полгода этого недостаточно. И вот буквально недавно я подумала о том, что прошло уже полгода, и меня так ошарашила эта цифра. Я просто представила, сколько всего я могла выучить за полгода. Это не неделя, не две и даже не месяц, это полгода. И мне от этого стало немного грустно. Я рассердилась на себя, потому что я сама не заметила, как я это все настолько забросила, что так к этому и не вернулась. Но в отличие от французского, про который я вам рассказывала в прошлом году, к греческому все-таки у меня больше интереса. И здесь, наверное, работает обычная лень, потому что это новый язык, и ему нужно уделить намного больше внимания, приложить намного больше усилий, и мозг этому отчаянно сопротивляется, потому что он не хочет сильно напрягаться. И вот надо убедить как-то свой мозг в том, что мне это нужно, что мне это интересно, и что мне это принесет много радости. Я надеюсь, что в следующем году у меня это получится. Пожелайте мне удачи. Ну и, кстати, этим я отвечаю на вопрос, если он у кого-то был, как там твой греческий? Мне, наверное, было бы намного веселее, если бы я все-таки на этот вопрос ответила «класс». И здесь еще, мне кажется, что пропала сильная часть мотивации, то, что я уже съездила в Грецию. Возможно, это была моя ошибка, потому что если бы я туда не съездила, мне бы, наверное, хотелось как можно лучше подготовиться к этой поездке, а так как у меня особо не было выбора, и я уже там побывала, и я уже кое-как поговорила с местными. Поговорила, это, конечно, громко сказано, потому что это были разговоры из разряда «Добрый день, меня зовут Алина, я из России, как ваши дела? Спасибо, пожалуйста». И всякое такое. Но, тем не менее, какую-то часть языка я использовала, и мне от этого было хорошо. В общем, я очень надеюсь, что в следующий раз, когда я поеду в Грецию, я смогу уже вести хотя бы какие-то диалоги с людьми, а не только говорить отдельные фразы. И, кстати говоря, про Грецию. В прошлом разговорном видео я вам говорила о том, что я начинаю читать вот эту книгу про греческие и римские мифы. И что вы думаете? Читать-то я ее начала, но я прочитала только 60 страниц. Потом меня накрыла работа, и я остановилась. И вы можете спросить, а почему же ты не читала вечером перед сном? И я тоже задавала себе этот вопрос. И я нашла на него ответ. В отличие от художественной литературы, здесь описаны какие-то истории, факты или в целом что-то, что нужно и что хотелось бы запомнить. Поэтому я не могу ее читать вот так вот просто, быстро, скажем так, для удовольствия. Понятно, что я ее читаю в любом случае для удовольствия, но мозг у меня напрягается, когда я ее читаю, потому что я стараюсь запомнить вот эту информацию. Я очень часто перечитываю некоторые страницы, мысленно себе пересказываю, о чем я прочитала. И в следующий раз, когда начинаю читать новую главу, стараюсь вспомнить, что было в предыдущей. То есть, представляете, это прям целый процесс работы с этой книгой. По этой причине я не хотела ее читать перед сном, потому что перед сном мне хотелось отдохнуть, расслабиться, а не напрягать свой мозг снова и снова. Поэтому эта книга у меня сейчас на паузе, но она мне нравится. Она мне нравится, я ее, вот эти первые 60 страниц прочитала с удовольствием,
И это было фактически только вступление. То есть самое интересное начнется вот как раз с 61-й страницы. Поэтому я очень надеюсь, что уже на новогодних праздниках я за нее возьмусь и дочитаю до конца. Вторая причина, по которой мне это хочется сделать, это те детективы, про которые я вам тоже рассказывала. Мне очень хочется продолжить их читать, но поскольку у меня есть уже одна начатая книга, я не хочу начинать другую, потому что в таком случае эту я, скорее всего, заброшу. А я себе, кстати, купила 4-ю книгу. Я вам, кстати, рассказывала, что я должна была забрать 3-ю книгу. Я ее забрала. И я потом купила еще 4-ю книгу. Итого у меня 2 прочитанных и 2 непрочитанных книги. И вот такая вот уже коллекция. Мне еще осталось купить 2, но я решила, что я не буду их покупать, пока не прочту вот эти 2, которые у меня лежат уже почти 2 месяца. Так что планов на новогодние праздники у меня много. Я планирую вернуться к своим постоянным занятиям языками. Я хочу дочитать вот эти книги, которые я начала читать, и позаниматься всякими вещами, которыми я занимаюсь на новогодних праздниках. В том числе посмотреть какие-нибудь интересные фильмы новогодние, возможно, сходить на каток или в целом погулять по городу, посмотреть как можно больше мест, возможно, сходить в музей или галерею. Я, например, хочу сходить в Третьяковскую галерею. Я там уже была несколько лет назад, но я плохо помню тот свой поход, потому что это было давно, и я там провела много времени, но последние минуты, наверное, до закрытия приходилось бегать по всем залам, потому что осталось много непросмотренного, а время уже поджимало. Поэтому в этот раз я хочу пойти туда пораньше и посмотреть как можно больше и спокойно. Самое главное. На этом я остановлюсь. Мы еще с вами увидимся до Нового года, поэтому я не буду сейчас вас поздравлять с наступающим Новым годом, но поздравляю с наступающим Рождеством тех, кто его отмечает. Надеюсь, что в следующий раз мы встретимся именно во влоге, где я покажу вам всю городскую красоту. А если нет, если у меня по какой-то причине не получится, тогда я наряжу свою собственную елку и вам ее покажу. Надеюсь, вам было полезно это видео. Ставьте лайк, если да, и подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Спасибо, что смотрели. Увидимся в следующем видео. Пока-пока!